Запись началась. Привет, привет. Еще раз. Привет, добрый вечер. Мне Добрый, доброе добрый утро. вечер, доброе утро, да. Если честно, конечно, для меня непривычно, что вечером что-то надо делать. Ну, в смысле, что утром такое более бодрое рабочее время. Наверное, ты сейчас ощущаешь вот этот Ну, у меня утренний наоборот. приток, У да? меня наоборот всегда. Да, мне утром все очень сложно дается. И вечером гораздо легче. Вечером у меня накопленная энергия, которую я могу тратить, а утром ее еще нет. То есть я не А, просыпаюсь типа с энергией, и я, наверное, ее генерирую в процессе дня. Как-то так. вот, кстати, может быть, с этой точки зрения тоже будет прикольно сегодня посмотреть, да, на создание комьюнити друзей, да, вот все люди реально разные. Вот пример. Для меня прикольные реально с 8, наверное, утра, с 7 утра до 12. Для меня рабочее время, потом я уже такая, дайте отдохнуть. Ну, у меня, наверное, даже это время, которое я бы предпочла поспать. Да нет, это все проблемы со сном, на самом деле, все решается, но в текущих пока обстоятельствах так. И мне комфортнее, например, проснуться в 9, в 10 и Мгм. раскачаться, и если что-то и делать, то уже, наверное, часов, наоборот, с 12. Да, все люди разные, и это очень важно помнить, когда ты создаешь комьюнити, особенно в новом месте с новыми людьми. Важно понимать, что в процессе, ну, это нормально. Кто-то может а, пойти своей дорогой, ты можешь пойти, не знаю, найти новых каких-то друзей. Это все как когда-то, не знаю, в юности мы ищем себя, и, безусловно, невозможно людей очень близко и быстро узнать в эмиграции за несколько, не знаю, дней. Но бывает и так, что за несколько дней человек становится тебе Мгм. очень близким. А, Иногда даже люди встречаются где-то на онлайн-курсах. У меня, например, двое моих хороших друзей, мы познакомились на онлайн-курсах английского языка. Мгм. Это очень здорово. Да, это русскоговорящие друзья, но тем не менее, я думаю, что можно находить себе и англоговорящих друзей, и друзей, там, не знаю, говорящих на французском, если вы живете во Франции, тоже с помощью каких-то, может, онлайн-курсов. Почему нет? В общем, как говорится, если ты строишь нетворкинг, то любые пути стоит рассмотреть и задуматься. Потому что, я думаю, в современном мире никого уже не удивишь. И если ты встретил свою вторую половинку где-нибудь в Тиндере, ну почему же не встретить тогда себе друзей, бизнес-партнеров? Может быть, тоже в похожих Совершенно приложениях. верно. Расскажи, Наташа, ты наверняка больше, чем я, знаешь о приложениях, где можно найти Слушай, себе я друзей. расскажу, да. Во-первых, первое, что я хотела сказать, мне кажется, мы это уже обсуждали в предыдущих видео, но я расскажу это еще раз. Ты когда эмигрируешь, да, так как мы говорим о нетворкинге в эмиграции, ты должен понимать, что когда ты жил у себя дома, ты вот как родился, так строил свои вот эти вот связи, коммуникации. И когда ты приехал в эмиграцию, вот представь, что вот ты приехал, этот момент, как ты родился. То есть, когда тебе годик, ты начинаешь первые слова говорить. На детской площадке ты начинаешь первые какие-то там заводить друзей первых, первые связи. Это абсолютно то же самое в эмиграции. Первый год это, ну, понятно, что бывает так, что ты реально потом ну, встречаешь друзей реальных, а чаще всего ты просто первые контакты находишь в первый год. Когда тебе там 3 годика, у тебя уже появляются какие-то друзья детства, да, то есть бывает такое, что ты говоришь, там мы в одном во дворе выросли, вот мы всю жизнь дружим, да, то есть спустя 3 года в эмиграции у тебя уже проверенные друзья появляются. Спустя 10 лет в эмиграции у тебя там реальные друзья. То есть нужно к себе обязательно относиться вот с такой заботой, когда ты переезжаешь куда-то, да, и понимать, что первый год это такой год установочный, не только для типа тебя, и для твоих контактов, и для всего. И что прикольно, в отличие от того, когда ты реально родился у себя дома, то, что здесь ты можешь этих друзей искать уже осознанно. То есть тебе уже там все-таки не годик, то есть ты как будто бы вот в этом состоянии все новые и все новое, но ты можешь управлять этими связями. Потому что когда ты малютка, когда ты малыш, вот у тебя есть там на площадке 5 человек друзей,
как бы у тебя выбор из 5 человек. А когда ты эмигрировал, и тебе там, ну, достаточное количество лет для того, чтобы быть сознательным. На самом деле, это точно так же, когда в институт поступают. Вот я про себя говорю, да, я поступила в институт, мне было 16 лет или там 17. И вот это уже более сознательные связи ты строишь. И ты как будто бы вот на этом уровне, на базовом уровне переехал, но при этом тебе уже не 1 годик, и ты можешь выбрать с этим человеком общаться, с этим не общаться. То есть ты можешь к этому подойти с сознательной точки зрения. И вот это очень круто. Вот. Да, на языковых курсах круто встретить друзей, потому что у вас есть общее хобби. То есть вообще друзей определяет, да, какие-то общие интересы. Для кого-то это там как общий бизнес, для кого-то общее изучение языка. Бывает такое, что вас объединяют дети, если у вас там дети, да, вы можете где-то в школе, в детском саду пересечься и подружиться. То есть вот этот момент, он прям настолько важен. И вот как мы тоже писали в канале, да, скажи, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Определи своих 5 ближайших друзей или ближайших людей, с которыми ты общаешься, проанализируй их жизнь, средняя арифметическая, это, скорее всего, ты. Это твой доход, это это твой уровень жизни, это твой взгляд на жизнь, это твои хобби. Вот 5 твоих ближайших людей, с которыми ты общаешься, реально, если их проанализировать, это доказанные исследования, ты можешь много всего узнать о себе. Ам, Но самое даже крутое в этом не то, что ты можешь узнать что-то о себе, а о том, что ты можешь управлять таким образом своим собой, своим окружением и своей ситуацией. То есть, что я имею в виду, если ты видишь, проанализировал, сейчас взял, да, там паузу сделал, проанализировал 5 своих друзей, и такой, ну, что-то тут не то. И что Что ты делать? можешь что ты можешь сознательно внедрить в свою жизнь или больше общаться с людьми, у которых есть то, чего тебе не хватает. То есть ты действительно, вот есть какой-то человек в окружении, ты понимаешь сейчас, вот да, ты такой, а он не входит в мои 5 друзей. Э, Сделай больше времени с этим человеком, то есть проводи больше времени в контакте с этим человеком, и ты потом, там, не знаю, через какое-то время, через пару месяцев можешь заметить, что твоя жизнь будет меняться как раз в ту сторону, которая тебя привлекает в этом человеке. То есть ты таким образом тоже можешь управлять своей жизнью. И в эмиграции это проще, еще раз, потому что ты начинаешь создавать свое окружение с нуля. Но мне кажется, людям иногда сложно написать, подойти к людям, кто Да. действительно им интересен. Но при этом у людей могут быть друзья, которые, как это модно сейчас говорить, являются достаточно токсик и пытаются за счет твоей энергии решать, возможно, свои какие-то эмоциональные проблемы. Даже не обязательно мы говорим. К нам присоединился Иван. Иван, Иван, привет. привет. А, Мы тут говорим про нетворкинг, про то, как строить его в эмиграции. Да на самом деле и не только. Мне кажется, это актуально везде. Даже если ты живешь, не знаю, всю свою жизнь Абсолютно точно. в одном городе. Абсолютно точно. Мгм. Так вот, я продолжу свою мысль. И эти люди, например, входят в свое окружение опять, портят тебе твое среднее арифметическое, но это твои уже друзья, условно говоря. Ты их, например, не знаю, вот ты 2 года в эмиграции, к примеру, и ты знаком с этими людьми 1,5 там года. Но понимаешь, что что-то как-то не в ту сторону уносит, там, не знаю, вплоть до того, что разговоры как-то не о том, да, настроение у человека. Наташа, что ты можешь посоветовать? Потому что, я так понимаю, все люди важны, и нужно, конечно же, может, таким людям дать Ну, тут поддержку, в но данном не во случае, вред себя. кстати, это, кстати, также вот нам задавали вопрос, сейчас, подожди, я открою, чтобы не быть голословной, нам задавали вопрос, э, да, привет, Иван. Реально очень рад тебя видеть. Нам задавали вопрос, что-то типа, как двигаться. Сейчас найду. М, м,
хорошо бы научиться не страдать от того, что твои друзья не хотят двигаться с тобой. Вот по моим ощущениям, это туда же, в ту сторону. Нужно Мгм. понимать, что вот ты говоришь, что эти друзья, ну, эти люди вошли в твою жизнь, они стали твоими друзьями. Когда ты говоришь вот это вот слово «они стали моими друзьями», ты типа переносишь ответственность с того, что ты сделала их своими друзьями, или ты сделала своими друзьями на них. Или там на что-то бессознательное, да, есть такое, как коллективное бессознательное, то есть на коллектив. Это ты сделал или сделала этого человека своим другом. Это не плохо, не хорошо. А иногда действительно мы в своем окружении имеем людей, которые... Есть такое понятие, как треугольник Картмана. Мы занимаем, ну, то есть созависимые отношения. Мы занимаем позицию даже с друзьями. Это не только в отношениях там с партнером. Мы занимаем позицию спасателя для друзей, которые постоянно ноют. И, конечно, ты Это себя так, чувствуешь да. классным. То есть ты как классный рядом с этим человеком, потому что у человека все время все плохо, а ты такой типа, да ты чё, у тебя все классно. Э, и с такими людьми ты себя чувствуешь более комфортно, потому что ты себя чувствуешь лучше, чем они. Когда ты выбираешь сознательно друзей лучше, чем ты, это сложно. Это правда сложно. Правда, очень сложно находить новых друзей. Правда, очень сложно. Мы дальше поговорим о том, как искать новое комьюнити в иммиграции, не только в иммиграции. Но это реально очень сложно. Очень сложно подойти к новому человеку и сказать, блин, ты такой классный, давай дружить. Потому что всегда есть страх, что если он, скорее всего, ты хочешь с ним дружить, потому что он лучше тебя. Ну, ты думаешь, в твоей голове он лучше тебя. Страшно подойти к человеку, который, по твоему мнению, опять же, это все в голове, по твоему мнению, лучше тебя, потому что у тебя есть страх отвержения, ты боишься, что он тебе скажет, а ты там мне не интересен. Э, Мы как-то обсуждали в чате, а может быть и не обсуждали, наверное, я говорила об этом в своем инстаграм-канале, что очень важно понимать свою ценность. Все идет от самоценности. Как только ты понимаешь, в чем твоя ценность, ты подходишь к человеку, даже к которому ты хочешь тянуться, и у тебя в голове есть понимание, окей, я сейчас пойду к нему, и у меня есть что ему дать. У него есть вот эти скиллы, которые я хочу получить, я хочу у него научиться этому. Но при этом у меня есть вот эти скиллы, и я им могу этому человеку эти скиллы дать. Но для этого нужно для начала их осознать. То есть повысить самоценность. Вот. Понятно, что все это требует времени, и все это нужно делать параллельно. Вот. Но реально эмиграция дает шанс на то, чтобы изменить окружение. Я могу рассказать какой-то личный пример один, да. У меня есть друзья, которые до сих пор проживают там дома в Москве. И не так давно мы созванивались, и у меня возникло такое странное ощущение, когда я жила в Москве, я это не осознавала. У меня возникло ощущение, что я недостаточно много зарабатываю, я недостаточно хороша, я недостаточное время уделяю там, ну, своему там отдыху. Или когда я езжу в путешествие, хотя я вот тоже недавно публиковала, я за этот год 19 раз была в полете, то есть у меня 19 перелетов. Я посетила там больше 8 стран. Но при этом я пообщалась с человеком, у меня было ощущение, что я недостаточно. И я такая думаю, ё-моё, это я все там 15 лет своей жизни, пока жила в Москве, я общалась с человеком, с которым я все время себя чувствовала недостаточно. И, конечно, я от этого человека много чего взяла. Я благодарна этому человеку. Но если бы я осознала свою самоценность, потому что ведь человек тоже почему-то со мной общался все это время. Вот. То есть это мое решение было, ну, бессознательное решение. Вот так относиться к себе при общении с этим человеком, если вот, ну, разобрать совсем по Ну, конструкции. я А так, даже, знаешь, добавлю тут, важно понимать, что ты ценен не только тем, сколько ты зарабатываешь и какой статус ты имеешь. абсолютно точно, да? Да. Вот, это прям офигеть как ценно. И когда ты растешь дома, вот в чем прикол эмиграции, да?
Когда ты растешь, ты вот родился, как говорят, где родился, там пригодился. Вот ты родился, ты вот с детства строишь эти связи, и они реально происходят бессознательно. Когда ты эмигрировал, ты офигеваешь от того, насколько все зависит от тебя, абсолютно все. В какой квартире ты живешь? Когда ты родился, ты в родительской квартире живешь, возможно, даже там у родителей две квартиры, потом переезжаешь в ту, которую они тебе предоставили. Когда ты в эмиграции, абсолютно все зависит от тебя. Где ты живешь, в какой магазин ты ходишь, с какими людьми ты общаешься, какой у тебя вид за окном. Абсолютно все зависит от тебя. И в этом реально прикол иммиграции, но в этот момент ты должен осознать, что ты ответственен. И все это время, на самом деле, у себя дома ты тоже был ответственен за все это. Просто ты не думал о том, что ответственность на тебе. Ты перекладывал там на родителей, в детском саду, на воспитательницу, в школе, там, на группы, в которые вас расформировали. Не кажется тебе, что ответственность и нам и не прививают? То есть, Как? получается, да, Это невыгодно? наоборот. Это, нет, более того, ее не поощряют. Инициативность, Да, например, конечно, конечно, наказуема, даже есть конечно. такая поговорка, да? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Нам говорят, ты рефлексируешь, как ты рефлексируешь, типа ты думаешь. Надо меньше думать, надо больше Мгм. работать. Типа ты что-то там, ой, слишком заморачиваешься. Это все вот эти скриптовые фразы, которые нас программируют на то, чтобы, ну, зачем, типа, тебе задумываться? Зачем тебе, когда ты думаешь, тобой сложнее управлять? Вот. И в Да, да. эмиграции это прикольно, потому что ты находишься в стране, которая, ну, возможно, в каждой стране своей. Я не говорю, что ты вот, например, я живу в Германии, и там, типа, вот все люди тоже живут по своему скрипту. И это прикольно, когда ты эмигрировал, ты со своим скриптом из дома, ты со своим скрипт, это сценарий, да, с перевода с английского. То есть ты со своим сценарием жизни переехал в новую страну. Но он И это бессознательно дает, часто формируется, надо это понимать. да, да. И ты реально переехал с таким, ну, как это, забыла русское слово. В общем, ты приехал с преимуществом, потому что Мгм. твоя логика мышления, она как у тебя дома. То есть ты приехал с креативным мышлением, Мгм. как Поэтому, это мне под... кажется, в Америке, да, так все развивается, и есть вот этот Да, бум. поэтому Да. абсолютно точно. Эм, я тебе скажу, что Германия после Второй мировой, у них прям была программа переселения турков. У них очень много, у нас, не знаю уже теперь, как говорить, очень много иммигрантов из вот этих стран, Сирия, Турция. Они прям их пачками принимали для того, чтобы там восстанавливать, строить государство, строить страну. И за счет этого Германия стала одной из самых мощных и прочных экономик Европы сейчас, потому что у них иммигрантов просто бешеное количество. Сейчас украинцы приехали, россияне приехали. То есть, если посмотреть, сколько иммигрантов в Европе, я в Америке просто не была, я не могу сравнить, да, но их Мгм. просто Ну, бешеное количество. я скажу так, в Америке, в общем-то, практически большая часть иммигрантов, особенно в Лос-Анджелесе, это иммигранты из разных стран, из стран Южной Америки, Мексики, Бразилии. Тут очень много ребят из постсоветских стран, само собой. И, конечно же, как вы можете знать, что тут целые районы есть, там Кореятаун, где преимущественно живут корейцы, Чайнатаун, где преимущественно живут китайцы. Я не знаю, есть Little Ethiopia район. Ну, то есть грубо говоря, карту Лос-Анджелеса, если посмотреть, ты можешь прямо вот знать, где преимущественно кто селился. Очень много, ну, естественно, есть там какие-то, которые считаются еврейские районы, да, но туда люди после как раз Второй мировой, после распада Армянские, империи, ты говорила. армянские это, безусловно, Лос-Анджелес очень армянский город, да, тут есть, собственно, Литл Армения, если я да, не путаю район, ну и, собственно, город Глендale, это вообще, там мэр даже армянин, ну, то есть, чтобы вы Прикольно. понимали, целая страна строится на том, что принимает мигрантов. И поэтому сейчас люди немножко растеряны с приходом Трампа, что будет, потому что это на самом деле не просто политика, это
условно говоря, фундамент США. Это страна, которая полностью выстроена иммигрантами. И каждый Да. человек, кто здесь уже, допустим, живет не в одном поколении, он помнит, из какой страны его семья. Например, я была в Чикаго, там преимущественно шведы и немцы туда переезжали. И это ирландцы. И это очень интересно, потому что эти люди, они тебя принимают, вот ты в первом поколении иммигрант, но они тебя Да. принимают, поддерживают и говорят, все получится. Это вообще просто невозможно почувствовать. Я такого никогда подобного ничего не испытывала, живя вот в России до этого. У нас, мне кажется, тоже очень похожая история, в общем-то, но как-то все вместе, да, мы все вместе, типа, и условно говоря, меньше, возможно, какого-то уважения происхождения людей, ну, условно говоря, с их малых каких-то родин, я не знаю. Это не Да, подчеркивает. у Мы нас, просто у все нас равны. вообще, ну, это мое ощущение. У нас на самом деле есть немножечко даже хейт какого-то, ну, каких-то Угу, иммигрантов, сори. безусловно. Но я только в Германии спустя там 2 года иммиграции осознала, что я наконец-то перестала осуждать э, иммигрантов. Как это, чисто сердечное признание. В Москве заказываешь такси, приезжает такси, не может найти твой адрес, тебе звонит человек, он плохо говорит по-русски, и ты злишься, отменяешь, ставишь ему 2 балла, пишешь. Я про себя сейчас говорю, да, я Я никогда так писала. не делала. Я делала, честно. У меня был такой пару раз, я писала, что там человек плохо говорит по-русски, мне сложно его, ну, нам сложно связаться, типа человек нет. И Но ты это делала только скорее из-за косяков каких-то, не то что, а вот если человек действительно не Но может. подожди, я не хочу себя реально оправдывать. У меня Угу, было такое, что реально я звоню, угу, такси говорит мне угу. на совсем плохом русском, я реально не могу с ним объясниться, он не может ко мне заехать или доехать до меня. И я там бросала трубку, потому что там после 2-3 минут разговора ты уже нервничаешь, заведенный. Я бросаю трубку, ставлю там, типа, человек не говорит по-русски. Как же так? Тра-та-та. И когда я начала, реально вот, когда я сама эмигрировала, во-первых, я встретила реально очень крутых ребят, которые вот, например, в Германии, да, англоговорящих, которые не говорят на немецком. Они реально занимают очень высокие позиции, но при этом они не говорят на языке страны, в которой они живут. Это раз. А второе, я сама стала человеком, который не говорит по-немецки на достаточном уровне. То есть я сама стала вот тем человеком, на которого там, ну, условно люди жалуются. Другой вопрос, что я не иду работать в профессии, да, например, в такси, где я не могу объясниться с немцами. Но вообще, у меня кардинально поменялось отношение к иммигрантам, потому что я стала сама иммигрантом. И это очень прикольно. Это тоже отдельное какое-то такое, ну, это меняет мировоззрение. И, к сожалению, на мой взгляд, в постсоветских, ну, не так. Я могу сказать, наверное, что в России есть какое-то предубеждение или программа, которая говорит о том, что, ну, там, иммигранты, Беларусь, Украина, когда ты разговариваешь с акцентом, есть какое-то отдельное отношение. Безусловно. Ну, это Но мое здесь, мнение. кстати, я не знаю, как многие говорят, что в Британии, например, людям очень важно, какой акцент у тебя. Здесь это вообще не Мгм. важно. И вот это наше, то, что в школах нам прививали, говорит там правильно все. Ну, начнем с того, что я, например, все время забываю глагол to be, но Мгм. есть вообще-то целое подразделение английского. Это African American английский, где люди так говорят, и их нужно уважать. Это дань их прошлому. Ну, я, конечно, не African American, но тем не менее с ними я лучше всего объясняюсь и лучше всего их понимаю. Ну, возможно, я просто очень интересовалась хип-хопом, слушала много его с детства. Мгм. И такой Эминем. Ну, в общем, и есть люди, которые говорят с акцентом очень славянским, да, как раз-таки. И это наоборот, вот мне преподаватель сказал, что этот акцент славянский, он более понятный на самом деле, больше понятен англоговорящему человеку, чем, например, акцент, ну, есть китайский акцент, ну, он совершенно другой уже, его Да. сложнее разобрать. Есть индийцы говорят тоже с акцентом Я определенным. общалась, вот я тоже, мне Сложно. кажется, на видосе рассказывала Да, да. с индийцем.
Но Это все эти очень люди, сложно. Очень они сложно. работают, все они работают Да, даже в серьезных отраслях, там, в компании Google, да, например. да, И да, вот, да, да. чтобы вы не стеснялись и не смущались, что вы там плохо говорите. Мы немножко Да, отходим, кстати, кстати, от темы нетворкинга. Что-то как-то мы да. опять к языку Слушай, ну, начали оно на не тему. совсем отходим от темы. Мне кажется, что мы плавно подводим. Да. Э, Если честно, эм, акцент и вообще вот эта вот история про акценты, она как бы с одной стороны важная, с другой стороны нужно понимать, опять же, да, мы начали там с коммуникации, что лично у меня, опять же, я буду говорить про себя. У меня был какой-то страх того, что когда я говорю на английском за границей, что у меня вот этот жуткий русский акцент, жуткие вот эти вот там. Я даже как-то переписывалась на сайте знакомств с человеком, и я отправила voice, потому что мне было очень удобно общаться, писать. И мне человек говорит: ой, у тебя такой милый русский акцент, или там славянский акцент, у меня аж внутри там, знаешь, такое чувство стыда какого-то, какой-то комплекс поднялся. Это было там, наверное, 1,5 года назад. Но на самом деле вот за счет того, что нас с детства вот мунштровали, что типа там нужно акцент вырабатывать, нужно грамотно говорить, нужно правильно говорить. Нельзя сказать моя, твоя, не понимать. За границей и вообще на Западе к этому относятся гораздо проще. Ты говоришь с акцентом it's okay, ты говоришь, не знаю, там, неправильно забываешь глагол to be, it's okay, и вообще все окей. Главное говорить с ошибками, без ошибок, с акцентом, без акцента. Главное говорить. И вот как раз ты правильно сказала, да, переходя к теме, очень часто, начиная коммуникацию с местными, ты стесняешься говорить именно из-за акцента, именно из-за страха сделать ошибку. У нас, кстати, вот вспомни, есть такое, ты говоришь, звонишь, там, я позвоню кому-то или там, Ну, и у да, нас все поправляют тебя. да. За границей всем похрен. Ты сказал, Никто не звонишь, поправит. ты вообще тебя никто не поправит, всем пофиг. Главное Мгм. понять, что ты сказал. Вот. У меня есть такой пример. Ребята делали стартап-визу в Америку, и они записывали видео на английском языке, чтобы отправить инвесторам, которые делали, собственно, like sponsorship, как это, приглашение. И они мне прислали видео, говорят, Натах, можешь посмотреть? И я просто в ответ говорю, все ок, но очень много слов, наверное, там, ну, 30% слов с неправильным ударением на английском языке. Я сначала дала этот комментарий, а потом говорю, да на самом деле спонсору пофиг. И они выиграли в итоге эту визу, и они в итоге, ну не выиграли, да, там сначала выигрываешь, потом нашли инвестора, и инвестору было абсолютно пофиг, сколько процентов слов было сказано с неправильным ударением, и сколько было ошибок сделано в тексте на презентации. Они делали видеопрезентацию. Вот. То есть спонсор сказал окей, потому что проект классный. Это реально, ну, какая-то наша такая история, да, что у нас обращает на это внимание. За границей нет, на Западе как-то как Больше проще. тебе того скажу. В Калифорнии тебе могут предоставить переводчика на твой язык. И когда ты приходишь во всякие государственные учреждения, там очень много языков перечислено, где прямо у них есть человек даже, который может помочь. Или когда Ну вот. звонишь, как раз-таки хочешь получить какую-то помощь по телефону, ты можешь сразу перевестись на русскоязычного, например. В общем, с этим нет никаких проблем, и действительно, и более того, там вот Калифорния, она второй официальный язык испанский. И люди говорят, могут тебе позвонить на испанском. И ты такой, ничего не понимаю, они такие, блин, а мы на английском не можем. То есть всякое бывает. И тут еще надо испанский знать. Да, если вдруг вы хотите в Калифорнию, будет большим бонусом. Или, например, если вы не знаете английский, да, вот, знание испанского. Так вот, возвращаясь к нашей теме Да. нетворкинга, у нас присоединились наши зрители, наши участники группы. Ирина, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. А, ну что, как ты считаешь? Вообще вот ты приехал такой, да? И у тебя, не знаю, есть там один знакомый в лучшем случае. Что делать дальше? Вот давай попробуем по шагам, таким конкретным, подробным.
куда можно, не знаю, пойти найти себе какую-то компанию, если вот, допустим, не складывается, потому что есть много людей очень, ну, изолированных в эмиграции, которые как-то, ну, вот есть у него сосед, он с ним дружит, не знаю, действительно, может быть, если есть дети, где-то познакомился с родителями друзей, детей, и все. И вот, условно говоря, у человека там 3 или 5 человек, с которым он общается. А хочется больше, и хочется, я не знаю, развивать бизнес, например, какой-нибудь, пускай будет строительный. Что делать? Да, это прикольный вопрос. Я, опять же, верну, ну, как это, к личному опыту. У меня получилась прикольная история. Я когда ехала в Германию, помимо... Вот у меня был чемодан вещей, и в чемодане были картишки, обычные карты игральные. И когда я... Причем я реально их сознательно взяла с собой. И когда я попала ну, в первые социальные общественные центры, ты там, бывало такое, что ты там по несколько часов ждешь. И я просто сидела в этих центрах и такая, прям, я знаю, что для многих это очень сложно. Это просто для меня, ну, это для меня тоже не просто, но это возможно для меня, потому что я человек коммуникабельный. Я просто вставала и говорила, в картишки никто не хочет поиграть. Вот. И вокруг меня в итоге, чтобы вы понимали, год назад, когда я была в одном из социальных центров, мы начали играть, 5 человек нас было, и мы до сих пор дружим и до сих пор общаемся. Вот 5 человек, которые сказали тогда, когда я сказала, никто не хочет в картишки поиграть, там несколько, это было 11 часов ночи, я поняла, что нам сидеть ночь, вот. Я говорю, никто не хочет, мы всю ночь играли в карты и общались, и вот с этого момента мы в 5 дружим. То есть вот я нашла 5 друзей в Германии, в первую неделю своего приезда, когда я была в социальном центре, где мне нужно было оформить документы. То есть я подавалась на регистрацию, так как там очень много было беженцев. Я провела там... Реально, я пришла вот так вот, говорю, в дурачка никто поиграть не хочет. Ну окей, это экстремальный способ. Но, тем не Это менее, нужен экстремальный... иногда только повод, да, какой-то крючок. Если честно, вы должны понимать, что это было страшно первую минуту или даже полминуты. Это было я правда тоже испытала стресс, потому что я сижу и понимаю, что мне вот несколько секунд мне нужно встать и просто громко в комнате сказать, никто не хочет поиграть в карты. Дальше люди сами к вам подходят. Опять же, вы сделали предложение, это их выбор, подходить к вам, общаться или нет. И люди, которые ко мне подошли, они увидели меня, они услышали мое предложение, в тот момент у них тоже была потребность общаться. Поэтому я закрыла их проблему. У них проблема была в том, что они сели, я закрыла их проблему предложения, они откликнулись на него, и таким образом мы друг другу помогли. Вот, и мы реально общаемся до сих пор. У нас там есть общий чатик, уже год прошел. Мы даже встречались раз 6, наверное, за год мы встретились. Хотя нас разбросало, ну, мы подавались на регистрацию, мы в разных местах Германии живем. Мы друг к другу приезжаем в гости. Вот. Но, то есть, не знаю, даже меньше минут, 15 секунд страха. Правда, это правда очень страшно встать, и когда вокруг тебя куча незнакомых людей, сказать, кто хочет пообщаться со мной. Мы сидим, давайте поговорим. Давайте, там, я не знаю, кто хочет выпить кофе, выйти. Вот. Вы встали все вместе, пошли выпить кофе, пока вы шли выпить кофе. Вы друг другу рассказали, откуда вы приехали, чем вы занимаетесь. И вот эти первые там полчаса общения, они определяющие. Я Вот. Но расскажу. да. Действительно, да, первые полчаса общения определяющие. Я расскажу даже более того. Здесь, например, очень принято говорить small talk. То есть ты можешь сделать Да. человеку комплимент, на самом деле, просто. Самый простой способ. И я вижу, что постоянно это происходит. Мне, например, говорят, вау, классный там у тебя аутфит, там, ну, это имеется в виду прикид. Э, И, грубо говоря, не знаю, могут подойти и сказать, блин, не знаю, ты так здорово улыбаешься, и это не будет там какой-то харассмент, этот человек, он просто тебе сделал Да. комплимент, но очень часто после этого заводится какой-то разговор, и вот у нас так неоднократно было, например,
мы гуляем тут рядом Water Reservoir, и там вот мужчина, он тоже все время как бы в одно время с нами гуляет, и он все время так как-то улыбался, здоровался, а потом мы разговорились, и оказалось, что его дедушка из Одессы, у него фамилия Бендер, он говорит, как 12 стульев, на английском все это, и он даже знает какие-то слова на русском, и вот мы каждый раз с ним здороваемся, один раз там прогулялись с ним даже подальше, там по району, он нам показал, рассказал, что он там врач. Ну, короче, вот знакомство уже, условно говоря, есть свой телефон, не знаю, если нужен будет врач, можно позвонить. И Да. люди открыты к общению, даже вот местные люди. И также можно прийти в кафе, я не знаю, увидеть, что человек, грубо говоря, в ноутбуке, я не знаю, монтирует. И не стесняться тоже сесть и сказать, вау, интересно, я вижу у тебя какой-то интересный проект, расскажи. Это нормально, это не... Да, возможно, это будет нарушением личных границ, Но это но на реально за самом деле границей тебе человек... по-другому. Да, но Но люди за согласись, на границей, они Западе это проще. иначе. Да, Да, действительно. у нас как-то реально есть вот эти границы, что типа ты должен, особенно в Москве. Я не знаю, сложно мне сказать, да, на периферии, но в Москве есть такое, что типа вот ты сидишь, если к тебе кто-то подходит, у тебя даже какое-то такое внутреннее, Ну, типа, тоже не что тебе всегда, надо. наверное. Наверное, не Тоже не всегда. всегда. У нас не принято. Там, вот, ну там, тут это нормально. Это более нормально, и в этом нет ничего такого. Это даже более Но нормально, чем наоборот, ты будешь пытаться и как-то избегать, или такой, ой, извините, я с вами не буду разговаривать. Ну, то есть все подумают, окей. То есть, грубо окей. говоря, если, да, по какой-то причине ваш разговор состоялся, значит, ты человеку приятен как минимум, или, может, конечно, он из уважения, ты поймешь, что дальше, на следующих этапах вашего общения. То есть всегда можно не стесняться сказать, прикольно, ты юрист, блин, а можно возьму твой телефон, там, человек поделится. Я не знаю, как в Германии, в Америке, да. В Америке люди вообще открыты, они как будто научены по-другому, знаешь, презентовать себя постоянно, Да, да, рассказывать и спрашивать. Они даже могут и не спрашивать, где ты работаешь. Это все зависит от ситуации, но тем не менее, там, не знаю, по каким-то интересам, допустим, а, не знаю, ты любишь гулять, вот любишь хайк, и человек тоже. И вы можете, например, даже долгое время не знать, кто где работает, но вот этот интерес вас будет объединять, и вы будете общаться. мгм. Можно, мне кажется, пойти в какую-нибудь библиотеку, можно пойти, не знаю, и там знакомиться. На самом деле место не так важно, ну, и тем более сейчас есть всякие онлайн-ресурсы, есть куча приложений. Вот, это круто, да, я тоже хотела перейти к этому. Это Мгм. классная мысль о том, что на самом деле сейчас есть очень много ресурсов для, ну, типа, сайты знакомств, но не для романтических отношений, а именно для общения. Мы говорили об этом, когда мы говорили про изучение языка, вот, но на самом деле это тоже офигенные ресурсы просто для встреч. Вот этот ресурс, я не перестану, наверное, о нем говорить, Internations. Вот, есть такой же ресурс. Да, Иван, спасибо. Да, спасибо, Я мы рада, видим что тебе, ваш да, комментарий. что вам нравится. Вот, есть такой ресурс, как в каждом чате реально есть вот эти телеграм-каналы. Есть Meetup ресурс. Вот Meetup это приложение, да, то есть это для встреч. Там прям реально люди организовывают тематические встречи, и тебе показывают локально, то есть вокруг тебя вот эти вот встречи. В чем прикол? Когда ты находишься, вот просто я, знаешь, как мой посыл сейчас такой, крик души. Ты находишься за границей, ты находишь эту встречу и такой, ё-моё, я не знаю языка, я туда не пойду, что я там буду делать? Это глупо. Встань, просто, опять же, преодолей чуть-чуть себя, приди на эту встречу. Ты увидишь, насколько публика френдли, даже если ты не говоришь на этом языке. Они найдут способ с тобой коммуницировать. Расскажу пример. Ну, может быть, он не совсем такой. Я приехала в Австрию на неделю. И я такая, о, мне скучно, возьму какую-нибудь встречу, ну, найду какую-нибудь встречу. Я просто пришла на встречу с австрийцами. Я плохо говорила по-немецки. В Австрии вообще говорят на диалекте специфически, то есть я не понимаю ничего. Я просто пришла и думаю, ну, я одна, и мне, ну, да, скажем так, нечего терять. Люди через переводчик со мной с удовольствием общались. Я говорю, я художник там, или я работала, ну, я сказала, что я художник. О, а что ты рисуешь? А что ты то? Там, то есть
людям интересно вообще все, потому что мы все очень разные. И реально за границей нет такого понятия, как языковой барьер. Вот нужно это понимать, что как только ты выезжаешь за пределы бывшего СССР, Я знаю, что люди скажу. настолько к этому проще Мне относятся. кажется, все это придумано специально, чтобы, ну, в Конечно, советское это время, изоляция. чтобы люди Да, не контактировали и да, думали да, себя, во-первых, ощущали себя другими, что они да. другие. И вот это, знаешь, еще популярный вопрос. Ну что, там же русофобия в Америке. Вот чего в Да, Америке точно нету, это русофобия. Этого не существует в принципе. Возможно, какие-то этого политические разговоры зайдут, да, но это нужно понимать, что все здесь. Я ни разу не встречала человека, который сказал бы, политика твоей страны равно ты. Ни разу. да. Слушай, ну у нас, кстати, это тоже наблюдение прикольное, может быть, с тем, кто послушает или посмотрит записи. В общем, я расскажу свое вот впечатление от Европы по отношению к украинцам, да, я из Украины, и бытует такое мнение в России, да, что к украинцам сейчас стали плохо относиться в Европе. Значит, во-первых, когда вот у тебя есть круг общения, да, который ты определяешь. Если ты общаешься среди людей, которые тебя осуждают как украинцы, да, то есть ты знакомишься, вот было такое, я как-то так вышло, что мне пришлось ехать автостопом, не самая лучшая, конечно, история, но я ехала автостопом по Германии. И мне говорят, ты из Украины? Я говорю, да, ты работаешь, ну, что-то мы начали там, я у девушки спросила, говорю, а вы тут работаете? Что-то мы разговорились. И я говорю, да, я работаю. Она такая, ты из Украины, ты работаешь? То есть ты типа не сидишь на пособии, ты там не на социальной, я говорю, нет. И она такая удивилась. И в этот момент мне пришло понимание, что есть круг людей, вот есть пласт людей, которые общаются, наверное, как-то вот между собой с русскими и украинцами, которых можно осуждать. Но это мой выбор, общаться с этой девушкой или нет, которая меня там осуждает, что я из Украины. И это Но опять мой... же, не факт, что она тебя осуждает. Просто, условно говоря, возможно, у Не, них ну есть... она Мгм. удивилась, да. То есть это твой определяющий Ну фактор. да, ты испытала негативные чувства, твой выбор дальше не общаться с человеком. Да, Мгм. когда я приезжаю, например, с бюджетом, очень много приехало россиян и украинцев в Европу с бюджетом, открывают бизнесы, и я думаю, Конечно, что да. они даже не сталкиваются с этими людьми, которые кого-то что-то осуждают. У них другая тема для разговора. И твой выбор общаться с людьми, у которых другие темы для разговора, которые интересны тебе. Вот. Э, Давай вернемся немножко, да, вот к этим приложениям я Мгм. расскажу, Мгм. где типа вот искать, где искать общение. Понятно, что ты такой приехал, опять же, я вспоминаю себя в Турции, я приехала, такая, ё-моё, куда идти, непонятно, что делать, заходишь в телеграм-канал и начинаешь смотреть все ивенты и встречи, которые там предлагаются. Если они не предлагаются, не забываем, что ты можешь предложить их Предложить сам. его сам. Да, ну ладно, опять же, это для тех, кто вот такой, типа, как я, активный. Э, Ты входишь и видишь, есть встречи, не знаю, там, какие-то, ну, хотя сейчас, если честно, они везде есть, какие-то встречи, там, типа, рисуем на пляже. Или есть встречи, вот по Германии, там я могу сказать, да, бывают встречи книжные клубы какие-то люди предлагают. Если вдруг так получилось, что ты заходишь, ты не видишь клуб по твоим интересам, сходи в клуб по чужим интересам. Ну, Почему нет? если уж э, Или смежные онлайн, какие-то можно найти. онлайн встречи, ну вот опять же, Европа и Америка, очень много вот в этих приложениях, про которые, я думаю, что когда мы выложим этот эфир, я под Мгм. эфиром сделаю ссылки на все эти приложения, где можно Так будет, искать наверное, встречи. да, правильнее всего, потому что, в общем, они будут, наверное, повторяться с теми приложениями, которые мы обсуждали про Да. изучение языка. Да, вот. Но там есть встречи не только про изучение языка. Очень прикольное, много онлайн-встреч. Они вроде бы локальные, то есть они там, например, по Мгм. Европе, там, по Германии, по одному городу, но при этом это онлайн-встреча, это не оффлайн. Вот. И ты можешь, опять же, ты можешь просто прийти и ничего не говорить мне. Тебя никто не заставляет приходить и коммуницировать с людьми.
Я прям хочу этот посыл донести до людей, что ты можешь просто прийти слушателем. Как вот в институте, знаешь, там были такие у нас вольный слушатель. Ты приходишь первую встречу, просто сиди и слушаешь, о чем говорят люди. Вторую встречу, о чем говорят люди. Если ты не хочешь, чтобы тебя трогали, можешь тихонечко сидеть, тебя никто не будет трогать. Вот. Но, скорее всего, на четвертую, пятую встречу ты посмотришь, о чем люди говорят, и тебе тоже захочется присоединиться к разговору. Вот. Потому что, опять же, ты определяешь свое окружение. Нельзя забывать, что вот у тебя есть, например, ты, у тебя есть 5 знакомых, 5 твоих друзей, которые определяют, кто ты. Твоего друга определяют 5 его друзей. И когда ты коммуницируешь с новым человеком, ты должен понимать, что ты коммуницируешь с 5 его друзьями. То есть, когда ты заводишь новое знакомство, ты открываешь как минимум 5 новых дверей для себя, 5 новых возможностей, 5 новых контактов, 5 новых коммуникаций через нового знакомого. И это растет таким образом в геометрической прогрессии. У некоторых люди более общительные, у тебя там тогда не 5 друзей там, новых, а там 7-10. Вот. Это, это действительно непростая история, правда. Я знаю, что для многих коммуникация — это проблема, это страшно, это сложно. А можно Нас посоветовать, наверное, какие-нибудь книжки? Мы тоже оставим в комментариях. 2-3. можно посоветовать. Я, честно говоря, не знаю, книжки я читала книжку, вот сейчас я название не вспомню. Не как заводить друзей. Как говорить с кем угодно, о чем угодно. Вот. Мгм. Эм, Вот ее могу посоветовать, потому что действительно, она Никогда такая, не, она не достаточно ешьте в простая. одиночестве, да, что-то еще есть. Такая какая-то книжка полезная. Я честно, я не читала по Я коммуникации, тоже нет, потому но что все советуют. потому что у меня не было нет проблем с коммуникацией и никогда не было. Вот, но эм, опять же, э, такой Ну, лайфхак. у меня есть проблемы с коммуникацией, скорее так, что, во-первых, да, вот этот языковой барьер, ну, вот, короче, все эти клише, которые нам привили, и иногда мне сложно заговорить первое или как-то начать внедряться в пространство человека и говорить, давай знакомиться. Поэтому я человек более наблюдательный, условно говоря, мне нравится понаблюдать, и если мне человек симпатичен, я найду способ, чтобы с ним познакомиться, дальше как-то продолжить Мгм. общение. И мой жизненный опыт показывает, что этот подход тоже работает. Ничего страшного, что вы сразу прямо не заходите из порога, не знаю, не поете там песни, не становитесь душой компании. И иногда есть ситуации, есть люди, где подход, понаблюдая, потом начни общаться, наоборот, очень даже выигрышный. И ты таким образом понимаешь, ага, вот этот человек, может, мне и показался симпатичным, но у нас совершенно разные взгляды на жизнь. И нет. Типа идешь дальше. У нас, кстати, в чате есть моя знакомая, с которой мы ни разу в жизни не виделись вживую. Расскажу историю знакомства. Я 3 года назад или 2,5 года назад такая думаю, блин, надо что-то куда-то ехать, ну, надо вынужденная иммиграция, надо переезжать, та-та-та. Мне надо как-то с кем-то пообщаться, кто живет за границей, получить какой-то опыт. Мне нужна была информация. И я зашла в группу в Телеграме, нашла Телеграм-канал. Пишу вопрос в Телеграм-канале. Мне там как-то худо-бедно на него ответили. И я в этом Телеграм-канале немножечко подзависла. И вижу, что человек, вот какая-то там девушка, постоянно все комментирует, на что-то отвечает, что-то там, ну, в общем, общается с людьми. И я просто беру ей в личку, пишу, страшно было очень, и пишу ей в личку сообщение: «Здравствуйте, я вижу, что вы очень активно отвечаете людям, и вы даете очень много информации, наверное, она у вас есть. Когда у вас будет время, там, или если у вас будет время, не могли бы вы мне ответить там на мой вопрос, или, если у вас есть возможность, поговорить со мной по телефону?» Я прям так и написала: «Поговорить со мной по телефону».
И вуаля, человек мне ответил, сейчас мы 2,5 года общаемся, мы друг друга поддерживаем, друг друга помогаем. В итоге она помогла мне сделать документы. Потом, на моем примере, она сделала себе документы. Сейчас она приезжает ко мне в Германию, надеюсь, что все сложится. Я ей помогаю тоже там с переездом. То есть этот человек даже не ответил на мое сообщение, но я посмотрела, что человек очень активно общается. Я подумала, блин, да круто, значит, наверное, во-первых, у человека есть время для того, чтобы отвечать на сообщения. Во-вторых, человек открыт к коммуникации. И в-третьих, ну, наверное, он обладает информацией. И в-четвертых, я подумала, у человека всегда есть возможность сказать мне нет, я не хочу с тобой разговаривать. Ведь мой выбор подойти, выбор человека сказать да или нет, да, дам коммуникации со мной или нет. Ну, Вот. или То человек есть, может и не проговорить это, но ты там и почувствуешь, например. Ну, или да, человек, если не отвечает, не да, надо, наверное, ему написывать. То есть тут важно конечно, соблюдать какую-то тоже такую, как сказать, конечно. этичность. В общем, вот самое, вот, кстати, еще такой момент, не так. Прикольный момент. Как мотивировать себя, да, как заставить, назовем это словом, заставить себя заводить новых друзей. Тебе нужно понять, с какой целью ты заводишь друзей. То есть, первое, твое окружение определяет тебя, твой стиль жизни, твой уровень жизни, в том числе твой уровень дохода. Не зря говорят, что вот там ближайшие друзья, сложи их доход, раздели, среднее арифметическое– это твой доход. И это доказанный факт, ну, там есть исследования на эту тему. В том числе стиль жизни, уровень жизни. То есть твое окружение тебя определяет. И когда ты к этому подходишь сознательно, ты можешь создать для себя мотивацию для того, чтобы знакомиться с определенными людьми. То есть даже если ты живешь дома, вот у тебя есть твои друзья, это твои школьные, там, не знаю, одноклассники, уже много лет вы все дружите плотно, и вы друг с другом общаетесь, и вот ты сейчас такой взял, посмотрел вокруг себя и думаешь, ага, вот это мое окружение. Должен понимать, что ты можешь его изменить. Даже сидя дома. Это не только в эмиграции относится. Ты себе можешь поставить цель. Моя цель– начать общаться с людьми, у которых выше доход. У меня есть цель общаться с людьми, у которых стиль жизни такой, какой я хочу. У меня есть, ну, типа, я хочу общаться с людьми, которые работают на фрилансе. Ты, может быть, это будет сложно, это будет дискомфортно, но в итоге ты посмотришь, когда ты окружишь себя такими людьми, ты реально подтянешься к ним и станешь таким, как они. Вот. И в эмиграции это проще, потому что у тебя нет старых друзей, к сожалению, к сожалению. Вот. Но они есть онлайн. Ты же, Да, если да, тебе они действительно важно есть. их не терять, поддерживай. Общение почему нет? Да. Ну, кстати, не просто, это важно оставлять старые контакты, потому что эти люди, которые знают тебя, знают твою базу, они знают твое прошлое, и они являются очень большой поддержкой. Особенно первое время, пока у тебя нет нового окружения, ни в коем случае нельзя бросать старое, это очень важно. Вот. Но ты можешь реально к этому, вот, поставь себе цель. Вот если вдруг у тебя сложность с коммуникацией, мой совет, поставь себе цель. Я когда эмигрировала, я тогда общалась с коучем, и я говорю, мне очень страшно ехать. Он говорит, почему? Я говорю, потому что меня там никто не ждет. Он Это говорит, а еще что ты одна можешь... наша установка. Да, я говорю, он говорит, а что ты можешь сделать, чтобы тебя... А где, говорит, тебя ждут? Я говорю, ну здесь вот меня ждут, у меня есть друзья, я знаю, что я завтра могу. Он говорит, хорошо, а что ты можешь сделать, чтобы тебя там ждали? А, как ты можешь сделать так, чтобы тебя там ждали? Мне тогда был такой шок. Говорю, в смысле? Ну, как? Ну, найти там, наверное, каких-то людей, которые меня будут ждать. А как ты можешь это сделать? Он мне говорит. Я говорю, ну, я не знаю, может, через Телеграм какие-то каналы, а как, ну, я не знаю. Телеграм-каналы, говорю, какие-то интернет-ресурсы. Он говорит, ага. Ну, вот тебе, говорит, задание на неделю найти в Телеграм-канале 5 людей и сделать так, чтобы они тебя ждали в Турции, в стране. Ни языка, ни хрена не знаю. И я реально, без шуток, я зашла на ресурс, начала думать, а как я могу это сделать? Ну, для многих, ну, в общем, такая, как я могу это сделать? Такая думаю, так, ну я могу давать уроки рисования, может, предложить кому-то давать уроки рисования,
И чтобы было так, что вот, допустим, там 17-го я приезжаю, а 25-го у меня уже назначен урок рисования с кем-нибудь, и вот тогда человек меня точно ждет. Я реально так сделала. И это было, ну, это реально было прикольное чувство. Ты приезжаешь в чужую страну, ты ни разу не видел человека, он тебя ждет. Он тебя ждет. Но это, опять же, это все связано, я понимаю, что это связано со стрессом, это не просто делать. Но это того стоит, правда. Это правда того стоит. Вот. Поэтому я всем советую преодолеть этот страх. Вот в этот страх стоит пойти, потому что ты не рискуешь ничем. Ты рискуешь, единственное, чем ты рискуешь, это получить отказ. Это единственное, ну, типа человек скажет, нет, я не хочу с тобой общаться. И то, скорее всего, он не скажет тебе в лицо. Вот, скорее И, всего. и Ивану нравится твой опыт, Наташа. Да, Он оставил Леонид? нам комментарий. Так что твой опыт вдохновляет. И я присоединяюсь к Ивану. Твой опыт меня всегда вдохновляет. И мы с Наташей созванивались, когда у меня было настроение, ну все бросить и вернуться, не знаю, куда-нибудь ближе к постсоветскому пространству, не знаю, там, Казахстан поехать. И Наташа очень меня поддерживала и говорила, давай, все получится. Наверняка есть люди, которые уже твои друзья здесь. И, в общем, да, Наташин опыт вдохновляет и помогает справляться не только со страхом коммуникации, но и с какими-то такими даже, может быть, грустными, печальными состояниями, отчаяния даже какого-то. Вот, что я хочу еще добавить от себя, что важный, да, дает уверенность, правильно, что очень важный момент не стесняться того, что ты идешь и ищешь людей, контакты, которые, там, не знаю, имеют доход выше, чем у тебя. Это не меркантильность, потому что это еще одна установка. Это просто стремление самому там, дотянуться до этого уровня, да, или если ты идешь к Да. человеку, пытаешься познакомиться с каким-нибудь известным, я не знаю, режиссером, а ты, например, ничего вообще не снял, но у тебя там, например, интерес, не знаю, ты в киноклуб ходил. Этот Мгм. человек, ему, во-первых, он, если режиссер, ему точно интересны истории, опыт твой, и он пообщается только ради этого даже. И как бы важно понимать, что наша жизнь, она ценна, уникальна, и наши истории, которые с нами происходят, и наши мысли, и наши взгляды на жизнь, и тот бэкграунд, который мы имеем, будучи иммигрантами, это очень интересно и важно, может быть важно для других людей, а может быть Да, нет. абсолютно И точно. ты обязательно найдешь своих людей. Это очень круто на самом деле, что кто-то там не будет с тобой общаться, что кто-то скажет, ой, извини, там, мне неинтересно, мне нет времени. Это классно. Это люди не твои, они просто отсеиваются и оставляют возможность, место для тех людей, которые твои. Ну, нужно просто ко всему относиться с таким принятием и философией. И вот этот подход, он очень поможет в выстраивании нетворкинга. И, конечно же, вот возвращаясь к моему вопросу из начала эфира, могут попадаться такие люди, которые вроде на первый взгляд тебя вдохновляют, а потом они начинают как бы высасывать твою энергию. Тут важно взвесить, понять, может быть, если ты не готов разрывать с ними общение, сократить, да, общение и общаться, например, ну, раз в месяц. Да. И стараться, там, например, если человек какую-то тему заводит триггерную, там, вот это у меня такое есть, есть такой знакомые есть такие, и я могу быть, наверное, таким человеком, раз этот человек ко мне притянулся. Важно понимать, что ты можешь, во-первых, перевести, да, наверное, тему на другую, более интересную, или прямо сказать, ты знаешь, что я не знаю, там, как тебе помочь, у меня у самого там, не знаю, вот, этот вопрос не решен, давай подумаем, что мы можем хорошее обсудить или как можем друг другу помочь. Да, можно так. Почему Слушай, нет? ну, в коммуникации, во-первых, есть несколько видов коммуникации. Одна из них, ты говоришь свою проблему, человек тебе в ответ не дает решения, а говорит свою проблему. То есть вы просто обмениваетесь проблемами. Эм, Очень часто люди рассказывают свои проблемы не потому, что они хотят решения, а потому, что им надо выговориться. Мгм. И еще такой момент. Эм, Реально общаться с тобой или не общаться
это ответственность человека, это не твоя ответственность. Ты можешь показать человеку желание. Это как вот там с девушкой знакомишься. Э, Ты знакомишься, как бы, это риск. Ну, как риск. Ты, по сути, ничего не теряешь, кроме там времени, которое ты определил на то, чтобы там давай пообщаемся. Если человек не хочет, он не общается, ты просто идешь дальше. Очень важно понимать, что вот, да, как ты правильно сказал, возвращаясь к вопросу, хорошо бы научиться не страдать от того, что старые друзья не хотят двигаться с тобой, да, вот задали нам вопрос. Ты можешь отвечать только за себя. И нужно это понимать. Вообще, вот, ну, это база. Ты отвечаешь только за себя. Ты не отвечаешь за свои... Ну, понятно, что ты отвечаешь за своего ребенка, но за его реакции ты не отвечаешь, за его эмоции ты не отвечаешь. Ты не отвечаешь за своего партнера, ты не отвечаешь за своих друзей. Нужно это понимать. Это выбор человека, нравится ему общаться там, с тобой или еще там с третьим лицом или нет. Да, вот, например, семья, у них и у вас есть какие-то общие друзья. И там это может быть выбор твоего мужа там, или твоей жены общаться с твоими друзьями или нет. Только ты можешь отвечать только за себя. Если ты хочешь общаться с человеком, ты говоришь себе, окей, я хочу с ним общаться, и дальше это его решение взаимно, ну, хочется ему общаться с тобой или нет. Я скажу больше, в 99% случаев человек тоже с удовольствием будет с тобой общаться. Потому что он испытывает тот же самый страх по отношению к тебе. Такое очень часто, вот я по опыту могу сказать. Такой, блин, так неудобно. Я очень долго хотела общаться с человеком в Турции. Мне казалось, ну вот у него такая дистанция от меня была. И я думала, блин, ну, мне до туда еще расти и расти. Ладно, вот я сейчас там подрасту, и тогда мы сможем как-то, нам, наверное, и не о чем общаться. А потом, когда я поняла, что, блин, мне уже нечего терять, я прям напрямую написала, я хочу с тобой общаться. И человек сказал, да я тоже с удовольствием, просто человек мне пишет, да ты все время занята, ты все время недоступна, мне кажется, у тебя нет времени на общение. То есть оказалось, что человек тоже с удовольствием бы со мной общался, но ему так же, как и мне, казалось, что у меня нет времени на него. Вот это все про сознательность коммуникации, и очень важно не решать за другого человека, что ему с тобой будет скучно. Это самое глупое, что может быть, сказать человеку со мной будет скучно, человеку со мной будет неинтересно. Человек сам решит, Да, скучно с думать за тобой или нет. другого — это действительно самое тоже большое Заблуждение. ловушка, большая ловушка, да. Мы Да, начинаем да. думать так, а что про меня думает этот человек, а может быть он там это не надо. Просто есть гораздо более интересные мысли, которые можно обдумать, Да, чем пытаться догадаться, типа, что думает другой человек. Но опять же, я могу понять, потому что так принято во многих, ну, даже, да, я не могу сказать странах, во многих компаниях. Наверное, это зависит от психологического все-таки состояния. Тут нам не хватает очень Владимира, но он, к сожалению, сегодня не смог присоединиться по очень серьезным причинам. У него, в общем, дела, и он обязательно присоединится к нам позже. Но мне не хватает сейчас совета вот Владимира, да, да, было бы Владимира классно. Сергеевича, да, вот что такое психологическое определяет в нас вот это вот желание как бы дать оценку себе же с точки зрения Через другого другого человека, да, человека. глазами, да. Да. Ну, короче, это, наверное, инстинкт выживания, я так скажу. Это что-то заложенное там, да, чтобы нас там приняли в Слушай, ну стаю. мы так делаем, вот если посмотреть, мы так М. делаем везде. У меня этот продукт не купят, потому что там чего-то. Меня не возьмут туда на работу, я туда даже не буду подавать. Меня там не возьмут, у меня недостаточно. То есть ты решил за компанию, что у тебя недостаточно опыта, даже не подавая CV, резюме. Мы Мгм. очень часто Да, решаем за кого-то, вот, что мне кажется, что это, наверное, история про какую-то... Да, ты права, что нам не хватает Володи для того, чтобы он проанализировал и рассказал, как этот скрипт вообще работает психологически. Но это реально какая-то, видимо, защитная, ну, мое ощущение, да, что это да. какая-то реакция нашего организма от провала, да, Мгм, неприятно мгм, испытывать мгм. провал, вот как бы мы такие, типа, не стоит туда идти, это как палец в розетку засунуть, не знаешь, подключена она или нет, может,
Но на самом деле это не так опасно, как засунуть палец в розетку. Да, да, это вообще не страшно. И вообще есть вероятность, что это может обернуться твоей победой, не поражением. И вероятность это очень высокая. Наташа вот привела пример. 99% людей, вероятно, тоже будут с тобой общаться. Окей, может, они не будут общаться с тобой в будущем, но в моменте они с тобой пообщаются, и ты получишь этот Да, экспириенс. Будьте, короче, в моменте, ребята. И прям вот если что-то почувствовали, делайте, спрашивайте, не стесняйтесь. Никому, понятно, не надо грубить, не надо быть очень настойчивым, но аккуратненько, не знаю, подметить что-то, сделать какой-то комплимент аккуратный, да, человеку. Такой, ну, чтобы он, не знаю, не был обидным. Ну, даже если он будет обидный. Ну, человек как-то там не отреагирует или мимо пройдет. В общем, как говорится, это как плавать, да, научиться. Нужно да. пойти в воду. В принципе, можно тренироваться и в воздухе, махать руками перед этим. Лишним не будет. Но пока ты не зайдешь в воду, ты не поймешь, как это, грубо говоря, плыть. Но я Так же и в могу общении. сказать, добавить от себя, что мы сейчас в 21 веке, и ты можешь написать сообщение человеку. Если он не захочет, он тебе не ответит. И также в дальнейшем в разговоре, если ты не захочешь, ты тоже можешь ему не отвечать. Мы защищены со всех сторон. Этот знакомиться и общаться — это такой же навык, как и ходьба, как и разговор, как и езда на велосипеде. Это просто навык. Он приобретается сложно. У нас очень много там страхов. Я помню, в детстве был страх в магазине у продавщицы что-то спросить, потому что вот у нас продавцы в магазинах все время были с такими лицами, ты приходишь, как будто бы не ты им деньги приносишь, а они сейчас тебе пиздюлей. Ты приходишь, как будто ты ей мешаешь просто работать. Вот ты пришла что-то покупать. Вот. У нас это как-то вот с детства, ну, у меня, по крайней мере, да, такой страх. Вот. Но ты должен... Вот в наше время, в 21 веке, в 2024 году, 2025 году, ты можешь написать человеку онлайн, если он не захочет, он не будет с тобой общаться, он тебе не ответит. Максимум, ну, допустим, он тебе напишет там нецензурной лексикой или там, ну вот что вот может быть, надо задать себе, что может быть Ну, максимум. да, да, Он тебе надо напишет, спросить, что самое страшное. не пошел бы ты на 3 буквы, Мгм, мгм, какого хрена ты мне написал сообщение, мгм. там, тра-та-та, и заблокировал тебя. Ну и чё? Ну и вот он Да, написал да, тебе это. Ты его в ответ заблокировал, и все. Это максимум, что может с тобой произойти. конечно, Ну, конечно. либо ты там, не знаю, пошел в контру и там кому-то, ну, получил по морде. Но это уже Но если ты где-то, наверное, м, в какой-то, мне кажется, в какой-то это совсем... отдельный какой-то случай, который Да, стоит да, да. разбирать на отдельном эфире Но уже. нужно понимать, что когда ты приходишь на встречу незнакомых людей через сайт знакомств, нетворкинг, так называемый, да, люди пришли на эту встречу с абсолютно точно такой же задачей, как у тебя найти новые знакомства. Ты Мгм. такой вообще не один. Нас таких тысячи, сейчас уже даже миллионы, кто приходит с целью поиска друзей и знакомых. И те, кого ты встретил, не обязательно будут твоими друзьями на всю жизнь. Сегодня ты встретил Алену, такой, ну ладно, нет, но Алена что-то не то. Пришел на следующую встречу, встретил Володю. О, Володя вот прикольно. Володя также встретил Алену, сказал, не, Алена классная, Наташи нет, я не буду с Наташей общаться, хочу с Аленой. Это такой же обмен разочарованиями и вдохновением у других людей такой же, как у тебя. Ты абсолютно не одинок в этом. Гарантий, короче, не будет однозначно. Поэтому в любом случае все очень интуитивно, очень в потоке, и нужно себе доверять, другим доверять. Но я думаю, это вообще уже отдельная тема про доверие, потому что, возможно, да, какое-то отсутствие Да, доверия, подорванное, оно мешает. Мне бы хотелось уже как-то, наверное, подвести какие-то итоги и, может да. быть, коснуться какого-то важного аспекта, которого мы не коснулись. А, Ну, вот смотри, как ты вот мы думаешь? поговорили о том, как находить связи. Первое и самое простое, ребят, телеграм-каналы. В каждом городе, абсолютно в каждом, неважно, в эмиграции ты или нет, есть телеграм-каналы, где люди общаются. Однозначно, да. Минимум, что можешь сделать, это найти, ну, типа, сам предложить встречу, или найти, или пойти на встречу, которую люди организовывают. Второе, есть приложения, которые будут в описании к видео, где ты можешь найти онлайн-встречи и там найти коммуникацию. Четвертое, ты можешь загуглить
мероприятия этого города, например, есть там, типа, там группы, ну, группы, и есть даже сайты, онлайн-сайты. Москва бесплатная, Дортмунд Да, да. бесплатный, Лос-Анджелес бесплатный. Иди на Мгм. концерт, и, блин, ну, скорее всего, ты там тоже кого-то встретишь. Ну То и у есть вот всех там сейчас, можно искать. да, еще есть нейросети, возможность вообще супер спросить их, подскажи. Да, кстати, это тоже офигенно. Я об этом не подумала, это очень круто. Мгм. Типа, я нахожусь, например, вот я сейчас нахожусь в Турции, я нахожусь в Газипаша, подскажи, какие чаты и какие способы, и какие встречи тут Мгм. существуют. Мгм. Вот. Да. Ну вот, как тоже, как один из примеров, сейчас уже, наверное, можно об этом рассказать. Мы организовывали в Газипаша, был клуб настольных игр, и мы вот там собрались малой группой и организовали покерный клуб. Я начала ходить в клуб настольных игр, хотя в Турции покер является нелегальным, и это прям наказывается законом, но мы уже сейчас это не проводим уже больше года. У нас было там несколько встреч, но мы такие типа, будет прикольно. И мы организовали сами на фоне одних встреч, организовали другие. То есть ты можешь прям по интересам, ты можешь написать в чат, типа, народ, кто любит играть в Монополию, к примеру, в чат города, в котором ты находишься. Скорее всего, пару-тройку человек тебе напишут, я люблю, и давай встретимся. Однозначно. Ну, кстати, настольные игры очень классная тоже тема. Вот у меня, например, есть пример. У меня, например, есть пример. Короче, Мгм. есть друзья, которые любят настольные игры, они нас позвали поиграть, и мы на фоне этих настольных игр вообще друг друга лучше узнали, подружились, и теперь с таким как-то трепетом даже ждешь, что давайте еще, Да, может, поиграем, когда там ребят пригласят или сам приглашаешь. Я думаю, что очень много на самом деле недооцененных способов заводить новые знакомства и неочевидных. Я не знаю, есть всякие клубы моржевания, в конце концов. да. Ты просто напиши, ну, типа настолки, это просто такая, как сказать, наверное, самая популярная. Ты можешь написать людям, кто поддерживает прививку COVID-19. Да, конечно, даже можно, ну вот здесь вот в Америке любят всякие вообще странные сообщества, там любители Да, спагетти, там вот если у это. тебя есть какое-то хобби, тебе никто не мешает реально написать в чат твоего города. Да, да. И даже вот, знаешь, как бы скажу так, не стесняйся сам организовать и собрать сообщество по интересам. Вот скажи, я любитель спортивных штанов, а кто еще Да, предпочитает спортивные штаны джинсам? так Вот можно, идея кстати, классная, кстати. моя жена выкинула мои спортивные штаны, которым было 20 лет, а они были удачными. Есть ли еще у кого жена так же сделала? Скорее всего, люди откликнутся на такой кринж, и ты Ага. найдешь себе группу по Да, интересам. да, да, да. Юмор, кстати, вообще отличный способ, я и Да. супер помощник в этом, это точно. Ну что, ребята, пишите в комментариях, что мы не обсудили. Это важно, потому что мы ограничены временем, и, конечно же, не все аспекты мы затронули, безусловно. Может быть, сделаем потом еще второй эфир как раз с Володей, да, про нетворкинг, почему нет? Более такой, с Да. психологической точки зрения, какие установки нам мешают, какие помогают. А, почему нет? Мне кажется, что вот об этом можно говорить, говорить и говорить. Это вообще так интересно. Любая тема, да, какую ни возьми, она на самом деле настолько широко раскидывается, настолько широко в твоей голове начинает как-то играть разными красками, и очень трудно это все уместить в час. Вот мы, например, уже практически 1,5 часа с тобой об этом говорим. Да. Я не знаю, у меня есть ощущение, что мы вроде бы самых важных моментов коснулись. Как начать, что важно учитывать, какие ресурсы использовать, мы еще добавим обязательно, да, в описании. Также хочу напомнить, что у нас есть YouTube-канал, где вы можете посмотреть наши предыдущие прямые эфиры. И этот Да. эфир там будет. Мне кажется, это уже такая шкатулка, кладезь важных знаний, которые помогут не только в эмиграции, но и в жизни где угодно, даже, мне кажется, в деревне, а, даже на Марсе, возможно. Подписывайтесь, добавляйтесь
Спасибо, Иван, что был с нами. Мы всегда рады поговорить на интересующие вас темы. Предлагайте, не стесняйтесь, пишите. Все, что мы делаем, это Да, для вас. да, от себя хочу добавить, вроде бы мы, может быть, мало инструментов рассказали по поводу того, где чего искать, где искать эту коммуникацию, но, если Да нет, честно, мне кажется, много, потому да, что, условно говоря, библиотека, чаты, твои старые знакомые. Кстати, вот, просто пиши своим старым друзьям каким-нибудь, я не знаю, из города, где ты родился, слушай, а есть кто-нибудь в Лос-Анджелесе? Самое прикольное, да, эти люди найдутся. Вот, ну, то есть инструментов очень кстати, много. это, кстати, классная штука. Мы, когда в прошлый раз обсуждали ресурсы, я тоже рассказывала. У меня прям в списке ресурсов, вещей, которые доставляют мне удовольствие и наполняют меня. Есть такая тема, я действительно так делаю. Я иногда пишу своим старым знакомым, с которыми долго не общалась: «Привет, как дела?» И я действительно пишу с целью узнать, как дела. Без какого-либо повода. Во-первых, это поднимает настроение, ну, Да, мне лично, да. я также Это делаю, очень кстати. прикольно, когда человек тебе говорит: «Да, привет, 100 лет не виделась, что ты там, чего ты там». Иногда это бывает негативно. Вот как я сегодня рассказывала там. Я написала, мы связались с знакомыми из Москвы, и я в итоге поняла, что, блин, наверное, не очень приятный разговор. Но бывает приятно, бывает неприятно, но это один из способов коммуникации, и ты можешь поддержать контакт с человеком, а в итоге тебе человек потом в дальнейшем, это будет неожиданно, через год скажет: «Блин, у меня какой-нибудь знакомый Да, едет в да. Америку, в Лос-Анджелес, типа, можешь ему там помочь поддержать?» И ты в итоге выходишь на какие-то новые знакомства с людьми и встречаешь каких-то абсолютно новых людей. В общем, нужно быть открытым к Да, да. коммуникации. А если, кстати, И, коснуться, да-да, не меркантильной стороны, условно говоря, то вы помогаете, и это вам будет возвращаться. Вот увидите, это так работает в моей жизни однозначно. Вот помогаешь, подсказываешь, и потом тебе помогают, подсказывают. Это как такая, ну, круг такой, сансары. слушай, насчет этого, это вообще можно сделать отдельной темой Да, я эфира. думаю, да, это уже, мне кажется, на Да, отдельную тему тянет, про помощь, мне очень... взаимопомощь. Я когда-то работала... ну да, это, наверное, отдельным эфиром. В общем, нужно понимать, что, например, когда ты просишь о помощи у человека, ты даешь ему возможность сделать доброе дело, тебе помочь. Да, И да, если посмотреть на просьбу о помощи с этой точки зрения, ты начинаешь, во-первых, не стесняться просить, вот. Во-вторых, у тебя другой посыл, когда ты задаешь вопрос или спрашиваешь о чем-то, или просишь о чем-то. Ты когда просишь о чем-то человека, представь, что ты ему даешь возможность сделать доброе дело. Как человек офигенно себя чувствует, когда он тебе поможет, и он такой сразу, хоп, да, да, да. у него где-то в голове, может быть, там мне теперь там Наташка должна где-то, а может быть, у него, блин, какой я классный, что я помог. Это ему самооценку повышает, как бы. Это дает вам возможность дальше простроить какие-то коммуникации, связи. То есть не нужно Ну, стесняться конечно, и мы все бояться любим просить. быть полезными, безусловно, это, мне кажется, такая Да. потребность наша, конечно. Хотим быть какими-то экспертами в чем-то. И вообще вот это тоже странное, никогда никого не проси, это Но у меня очень была эта странно. история. Я это проработала реально вот только, опять же, только в эмиграции. У меня был страх кого-то. Мне было как-то, как вот это было неудобно просить. Была Да. такая история. Была. Вот. Спасибо тебе, Алена, Спасибо, большое. Классный. Наташа. Мне кажется, эфир получился такой душевненький. Да, очень такой, какой-то как вот на кухне общаемся, не знаю, блин, ребят, присоединяйтесь к следующим нашим эфирам, если хотите почувствовать вот этот вайб кухни, чай, Да, да, ламповость вот эта вот. ламповый, да, да, да. Да. И было бы круто, если бы оставляли какие-то комментарии после видео, да, кто вот послушал после. Какие-то вопросы, может быть, возникают, какие-то Конечно. темы для разбора. Потому что, ну, Тренируйте если свой честно, нетворкинг, пишите да, комментарии. кстати, тренируйте нетворкинг. Наш чат — это один из способов получить новые контакты, познакомиться с кем-то. Как мы говорили, напишите, откуда вы, где вы сейчас проживаете. Возможно, у кого-то есть вопрос
по стране, в которой вы живете сейчас. Вот. И я думаю, что мы все с удовольствием ответим. Вот. Нетворкинг важен, это прям очень важно. Твое окружение — это очень важно. Вот. Все, всех обнимаю. Спасибо. Спасибо огромное. Вот. Спасибо, да, Было Наташа. круто. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто посмотрит этот эфир. И пишите обязательно Да, комментарии. Нам это поможет стать еще лучше. Вам это поможет развивать нетворкинг. Вот заодно и проверите, как мы ответим. согласна, Да, согласна. ответим мы в любом случае хорошо, позитивно и попробуем максимально помочь. Да, А, можете, если у вас есть, например, желание как-то обменяться какими-то контактами или есть желание какой-то, ну, связаться с кем-то, вы можете написать в комментариях там свой, не знаю, никнейм или какой-то свой запрос, и с удовольствием мгм, мы с удовольствием ответим, или, может быть, кто-то найдется, кто прочитает, такой, о, тот самый да. нетворкинг, которого я искал. И вот обязательно пишите в чате, если вот досмотрели до конца, откуда вы или куда, например, хотите переехать. Расскажите кратко о себе, это помогает находить новых друзей. Вот. Да, Обнимаем и хорошего вам дня, вечера, какого бы времени суток у вас сейчас не было. Вам всего хорошего. да, да. Все.